Всем доброго времени суток! Вы на канале Ницула, это канал о вязании. Меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео я вам покажу, каким образом иглой я буду закрывать петли на резинке 1 на 1, то есть выполненной способом 1 лицевая, 1 изнаночная. У меня резинка 1 на 1, это горловина джемпера, который вязался снизу вверх. Но если изделие вяжется сверху вниз, то соответственно таким же образом иглой можно закрыть петли на резинке манжет, рукав или же по низу изделия. Для того чтобы закрыть петли, мне потребуется 2 маркера. У меня самые обычные, вот таким образом они выглядят. Если у вас маркеров нет, можете чем-либо их заменить, допустим булавками. А также мне потребуется еще игла для трикотажных швов. У меня она выглядит вот таким образом, то есть она обычно идет с тупым кончиком. Перед тем как закрывать петли иглой, я сначала провяжу полую резинку. Напомню, полая резинка выполняется следующим образом: один ряд провязываются только лицевые петли, а изнаночные снимаются не провязанными на правую спицу, а второй ряд наоборот, провязываются только изнаночные петли, а лицевые снимаются не провязанными на правую спицу. Сейчас я вам покажу, каким образом я это буду делать. Первый ряд я буду провязывать только лицевые петли, а изнаночные буду снимать не провязанными. При этом рабочую нить, вот она у меня на указательном пальце, я буду держать перед изнаночной петлей. Значит, первая петля сейчас у меня идет в начале кругового ряда лицевая, я ее провяжу лицевой. Следующая петля идет изнаночная, я перекидываю рабочую нить перед изнаночной петлей, так чтобы она оказалась перед спицей левой, и переснимаю изнаночную петлю на правую спицу не провязанная, вот так. Следующая петля лицевая, поэтому я ее провязываю лицевой петлей. Следующая петля изнаночная, перекидываю рабочую нить так, чтобы она оказалась перед левой спицей, перед изнаночной петлей, то есть перед работой, и переснимаю изнаночную петлю на правую спицу не провязанной. Нить рабочая таким образом у нас перед работой. Следующая петля лицевая, я ее провязываю лицевой. Следующая петля изнаночная, переснимаю не провязанной на правую спицу, рабочая нить идет перед работой. Следующая петля лицевая, я ее провязываю лицевой. Следующая петля изнаночная, я ее переснимаю не провязанной, нить рабочая перед работой. Лицевая петля провязываю лицевой, изнаночную переснимаю не провязанной. Лицевая петля провязываю лицевой, изнаночная переснимаю не провязанной. И таким образом я буду вязать этот ряд до конца. Итак, один ряд полой резинки у меня провязан. Сейчас я буду вязать второй ряд. Во втором ряду я буду вязать изнаночные петли изнаночными, а лицевые петли я буду снимать не провязанными на правую спицу. И сейчас я вам покажу, каким образом я это буду делать. Первая петля у меня идет лицевая, я ее снимаю не провязанной на правую спицу, и при этом рабочую нить я держу, когда снимаю эту петлю за работой. Вот она, рабочая нить. Следующая петля идет изнаночная, я ее провязываю изнаночной. Следующая петля идет лицевая, я ее снимаю не провязанной на правую спицу, и при этом рабочую нить держу за работой. Изнаночную следующую петлю я провязываю. Лицевую петлю я снимаю. Изнаночную петлю я провязываю. Лицевую петлю снимаю. Изнаночную петлю провязываю. Лицевую петлю снимаю не провязанной, изнаночную петлю провязываю, лицевую петлю снимаю, изнаночную петлю провязываю, лицевую петлю снимаю, и таким образом я вяжу до конца ряда.
Я провязала второй ряд полой резинки до конца, и сейчас точно таким же образом я провяжу еще третий и четвертый ряд. В третьем ряду я буду провязывать только лицевые петли лицевыми, а изнаночные буду переснимать на правую спицу не провязанными, при этом рабочую нить буду держать перед работой. А в четвертом ряду я буду провязывать только изнаночные петли изнаночными, а лицевые петли буду переснимать на правую спицу не провязанными, при этом рабочую нить буду держать за работой. Итак, в общей сложности я провязала 4 ряда полой резинки. Вот как сейчас выглядит край этой резинки. Отрезала достаточно длинную нить, приблизительно в 3 раза длиннее, чем полотно самой резинки. И обозначила маркерами первые 2 петли. Первая — это лицевая петля, и следующая сразу за ней изнаночная петля обозначены маркерами. И сейчас я буду непосредственно приступать к закрытию петель иглой. Обратите, пожалуйста, особое внимание на некоторые моменты. Сшивать я петли буду попарно, лицевые с лицевыми. Вот лицевая петля и вот следующая лицевая петля, а изнаночная с изнаночными. Вот изнаночная петля и сразу за ней следующая изнаночная петля. Каждую петлю я буду прошивать дважды: за одну дольку, вот одна долька, и потом за вторую, вот вторая долька. Особое внимание обратите, пожалуйста, на то, куда будет вводиться игла. Игла может вводиться в петлю от себя, или же игла может вводиться в петлю к себе. Сейчас я вам покажу, каким образом я это буду делать. Итак, рабочая нить у нас выходит с конца ряда, вот она. И сейчас я буду сшивать первые 2 лицевые петли. Вот первая петля лицевая и вот вторая петля лицевая. Я ввожу иглу в лицевую петлю первую от себя, сбрасываю эту петлю, так как она самая первая и обозначена маркером, и второй раз прошиваться будет только в конце ряда, то я ее сбрасываю сейчас со спицы. И сейчас подхватываю иглой вторую лицевую петлю. В этот раз я ввожу в эту петлю иглу к себе. То есть, если, еще раз покажу, в первую петлю я вводила иглу вот так от себя, то во вторую петлю лицевую я буду выводить иглу по направлению к себе. Вот она, не скрещенная петля наша, и я ввожу иглу вот так к себе. То есть не по направлению от себя, а по направлению к себе. И прошиваю эти 2 петли. Вторую петлю я пока со спицы сбрасывать не буду, пока я вторую дольку этой петли не прошью. Перехожу к изнаночным петлям. Ввожу в первую петлю иглу по направлению к себе, сбрасываю эту петлю со спицы и вывожу иглу в следующую изнаночную. Вот лицевая, а следующая за ней идет изнаночная. Вот. И вывожу эту иглу по направлению от себя. Вот так. И прошиваю. Две изнаночные петли прошиты. Перехожу к лицевым петлям. Ввожу в первую петлю лицевую иглу от себя, сбрасываю ее сразу со спицы и вывожу иглу в следующую лицевую петлю к себе и прошиваю.
2 лицевые петли прошиты. Перехожу к изнаночным. Вот первая изнаночная, я ввожу в эту петлю иглу к себе по направлению, сбрасываю ее со спицы и затем вывожу эту иглу в следующую изнаночную, вот она, по направлению от себя, вот так, и прошиваю. Нить достаточно длинная, так как прошивается достаточно длинный участок полотна. На варежках или носках, допустим, это будет намного удобнее, так как ниточка будет покороче. Итак, изнаночные петли прошиты, перехожу к лицевым петлям. Показываю еще раз. Ввожу в первую петлю лицевую иглу от себя, сбрасываю со спицы и затем иглу ввожу в следующую лицевую петлю к себе и прошиваю. 2 лицевые петли прошиты, перехожу к изнаночным петлям. Вот изнаночная 1 петля и затем следующая изнаночная, вот она петля. Значит, в первую петлю я ввожу иглу по направлению к себе и в следующую изнаночную петлю я ввожу иглу по направлению от себя и прошиваю. 2 изнаночные петли прошиты, перехожу к лицевым петлям. Вот 1 лицевая петля и вот следующая лицевая петля. Запоминаем, в лицевую первую мы вводим иглу по направлению от себя, а во вторую лицевую вводим иглу по направлению к себе, вот так, и прошиваем. Лицевые 2 петли прошиты, перехожу к изнаночным петлям. Когда прошиваются изнаночные петли, то направление иглы идет наоборот. Сначала в первую петлю к себе я ввожу иглу, сбрасываю ее со спицы, и в следующую изнаночную я ввожу по направлению от себя. Вот так. Первая изнаночная сброшена со спицы, вторая изнаночная остается пока на спице, пока вторая долька этой петли не прошита. 2 изнаночные прошиты, сейчас прошиваю лицевые. Вот лицевая и вот следующая лицевая. Ввожу в первую лицевую иглу по направлению от себя, сбрасываю ее со спицы и ввожу иглу в вторую лицевую петлю по направлению к себе и прошиваю. Две лицевые петли прошиты, перехожу к изнаночным петлям. Вот изнаночная петля 1, вот изнаночная петля 2. Значит, в изнаночных петлях в первую петлю я ввожу иглу по направлению к себе, сбрасываю ее со спицы, а во вторую изнаночную петлю я ввожу иглу по направлению от себя, вот так, и прошиваю. Вот как у нас получается край резинки нашей. Покажу еще раз. Значит, у нас изнаночные 2 петли прошиты, и сейчас я перехожу к 2 лицевым петлям. Вот лицевая первая, вот вторая. В лицевую петлю первую я ввожу иглу по направлению от себя, сбрасываю ее со спицы. Во вторую лицевую петлю я ввожу иглу по направлению к себе, вот так, и прошиваю эти 2 петли.
2 лицевые петли прошиты, перехожу к изнаночным петлям. Вот одна изнаночная, вот вторая изнаночная. В первую петлю изнаночную я сейчас ввожу иглу по направлению к себе, вот так, сбрасываю ее со спицы и вывожу иглу в вторую изнаночную петлю по направлению от себя. Вот так. То есть лицевую петлю я не прошиваю, я ее не трогаю. Я прошиваю только изнаночные петли сейчас. Две изнаночные петли прошиты. И сейчас перехожу к лицевым петлям. И таким образом я буду прошивать до конца ряда. В конце ряда я вам покажу, каким образом я буду соединять последнюю петлю и первую петлю, которую я обозначила маркером, лицевую, и последнюю изнаночную, и первую изнаночную, которую я тоже обозначила маркером. Напомню, каждую петлю мы прошиваем дважды. Сначала за одну дольку, потом за вторую дольку. Петли не должны быть скрещенные, то есть они не должны выглядеть вот так, они должны быть развернутыми к нам, вот таким образом. Сшиваем лицевую с лицевой, а изнаночную с изнаночной петлей. И когда мы сшиваем лицевые петли, то в первую лицевую петлю мы вводим иглу по направлению от себя, а во вторую лицевую петлю мы вводим иглу по направлению к себе. Когда мы сшиваем 2 изнаночные петли, то мы вводим иглу наоборот. Первую изнаночную по направлению к себе, а во вторую изнаночную по направлению от себя. Я сейчас прошью эти петли до конца ряда, и в конце ряда вам покажу, каким образом буду соединять последнюю и первую петлю. Итак, я сшила почти все петли. В конце ряда у меня осталось 4 петли. Сейчас я вам покажу, каким образом я буду сшивать последнюю петлю, лицевую с первой петлей, лицевую, которая идет в начале ряда, и последнюю изнаночную петлю с первой изнаночной петлей, которая идет в начале ряда. Итак, у меня осталось 4 петли. Сейчас я сшиваю 2 лицевые. Вот лицевая и следующая лицевая. Теперь 2 изнаночные, изнаночная и изнаночная. Теперь я сшиваю последнюю лицевую петлю с первой лицевой петлей, которая шла в начале ряда. Я ввожу в последнюю лицевую петлю иглу от себя, сбрасываю ее со спицы, и ввожу в первую лицевую петлю иглу к себе и прошиваю эти 2 петли. Так как у нас первая петля, которая шла в начале ряда, уже наполовину была изначально прошита в начале ряда, то здесь уже маркер не понадобится, я его снимаю. Эта петля полностью прошита, и мне осталось таким же образом прошить 2 изнаночные, последнюю в конце ряда и первую в начале ряда. Я ввожу в последнюю изнаночную к себе иглу и затем в первую, которая шла в начале ряда, от себя и прошиваю. Здесь тоже маркер уже не понадобится, я его снимаю. И вот таким вот образом мы соединили аккуратно начало и конец ряда. В конце здесь осталось мне сделать небольшой узелок и спрятать ниточку, и горловина готова. Закрытие петель получилось достаточно эластичным, аккуратным и красивым. Итогом я довольна. Надеюсь, вам все было понятно. На сегодня у меня все. Всем всего хорошего.